Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero. Всем привет и добро пожаловать на подкаст Russian from Zero to Hero. Здесь, как всегда, я, Антон, простой носитель русского языка, и Ирина, учитель русского языка. И в этом подкасте мы говорим по-русски на интереснейшие темы. Друзья, я хочу с вами поделиться важной новостью. Я открываю курс по разговорному русскому языку на основе моего подкаста. С 18 ноября я буду публиковать эксклюзивный подкаст для участников курса. К каждому эпизоду у вас будет рабочая тетрадь со скриптом, ударением, дополнительными заданиями и комментариями, закрытый телеграм-канал с интерактивными тестами и регулярным повторением слов, а также еженедельные разговорные встречи. Если вам интересно узнать детали, то, пожалуйста, заполните анкету в Google форме. Ссылка будет в описании. На следующей неделе я лично вам напишу и расскажу все детали этого курса. Ну а теперь давайте начинать. Сегодня мы поговорим про то, как эффективно учиться. Дело в том, что все мы всю жизнь учимся, и учеба не останавливается после окончания университета. Каждый день мы приобретаем новые навыки, и многие наши слушатели достаточно взрослые и учат русский язык прямо сейчас. Поэтому важно понимать, как эффективнее и полезнее учиться во взрослой жизни. И я, как учитель, тоже работаю со взрослыми студентами. И, конечно, обучение взрослых отличается от обучения детей. И знаете, что интересно? Часть моих студентов приходит ко мне по той причине, что они не хотят стоять на одном месте, хотят развиваться, хотят развивать новые нейронные связи и просто заставляют работать мозг. И это очень крутая стратегия. Я восхищаюсь такими людьми. Мне кажется, иностранные языки прям хороший инструмент для того, чтобы держать мозг в тонусе. Но, к сожалению, я знаю, что далеко не все взрослые люди считают, что обучение остается важной частью жизни. Есть пласт людей, который уверен, что после окончания школы, колледжа или университета больше учиться не надо. И я с этим в корне не согласна. Антон, что скажешь? Я здесь полностью на твоей стороне. Я буквально недавно думал о том, что человек должен учиться всю жизнь, и что обучение чему-то новому – это не просто важная часть жизни. Я думаю, что это и есть жизнь. Что если ты перестаешь чему-то учиться, если ты годами не приобретаешь новых навыков, новых знаний, то ты не живешь, ты как бы просто существуешь, как растение, я не знаю. И да, обязательно всю жизнь нужно чему-то учиться в самых разных формах. Да, ты знаешь, недавно, когда я приобрела очередной учебный курс, нужно сказать, друзья, что я постоянно покупаю какие-то курсы. И знаете, что интересно? Я никогда не жалею. Я осознала в моменте, когда покупала еще один курс, что я так счастлива от этого, мне так нравится процесс обучения. Недавно я реально осознала, что именно обучение делает меня счастливой. Я получаю огромное удовольствие в момент получения новых знаний. Сейчас такому стилю жизни даже придумали название. По-английски это lifelong learning или по-русски обучение длиною в жизнь. Сейчас эта идея очень широко транслируется, и это одна из тех идей, которую я активно поддерживаю. Знаете, у меня в семье была совершенно не академическая среда. Мои родители выросли в деревне, и у папы нет высшего образования. Моя мама пыталась получить, но потом родила нас и уже не успела, не смогла, пыталась еще раз, но так и не получила высшее образование. И мы выросли,
И мне очень грустно, я думала, что у моих родителей жизнь как будто бы остановилась, потому что я вижу, что они не умеют учиться, знаете, они не приобрели этот навык и не ощущают важность этого. И недавно моя мама начала учить английский язык. Она начала учить английский язык в Duolingo. Она завела себе тетрадку, все выписывает, регулярно повторяет, и вы не представляете, как я этому рада. Просто тому факту, что она захотела учиться. Да, я понимаю твою радость. У меня недавно же с моей мамой тоже так было. Мы с братом уже выросли, я уже учился в университете, и моя мама, которая была последние 20 лет своей жизни домохозяйкой, решила продолжить развитие, продолжить там, где она остановилась 20 лет назад, когда родила нас, и она пошла в университет. И получила высшее образование психолога. Ей было уже, по-моему, 43 года или 45, когда она пошла в университет, да? Да. И сейчас вот она уже отучилась на бакалавра 5 лет и поступает в данный момент в магистратуру, чтобы продолжать обучение, и параллельно работает по своему бакалаврскому образованию. И это тоже очень меня радует и вдохновляет. Антон, мне кажется, ты тоже заметил это в своей маме, а я в своей, что они как будто помолодели благодаря тому, что начали снова учиться. У меня лично такое чувство, и мне безумно приятно на это смотреть и помогать им, и поддерживать их в этом. Да, я думаю, что так и есть. Мне кажется, что молодость – это, наверное, во многом гибкость мозга, а процесс обучения, он эту гибкость мозгу придает. И я думаю, что это закономерное следствие любого обучения. Когда ты учишься новому, ты становишься моложе. И взрослым людям учиться, конечно, гораздо труднее. Даже просто потому, что у них меньше времени на учебу. Во взрослой жизни появляются другие сферы, в которые тоже требуют времени, усилий, денег и так далее. А дети в начале своей жизни, они только учатся. Все их время посвящено обучению и веселью. Ну вот здесь я бы с тобой не согласился. Мне кажется, что и в детстве учиться тяжело. На учебу как будто никогда нету времени. Потому что когда ты молод, когда ты совсем ребенок в школе, тебе хочется веселиться, смотреть мультики, гулять на улице. Когда ты студент, тебе хочется тусоваться с друзьями, пить, не спать ночами. И, в общем-то, на учебу никогда нету времени. И я как раз был вот такого типа подростком и студентом, который все время учебу ставил на второй план. А когда ты взрослый, и у тебя вообще есть легальная причина не учиться, да, тебе нужно ходить на работу, или у тебя есть семья, дети, то, естественно, закономерно учеба отходит очень далеко, и многие люди именно поэтому перестают учиться. Ну, я таким ребенком, конечно, не была. Мне очень нравилось учиться. В чем мы с тобой сходимся, так это в том, что взрослым, конечно, гораздо сложнее. Если взрослый человек хочет регулярно чему-то учиться, ему нужно выгрызать время в своем расписании, отвоевывать его, чтобы просто регулярно учиться. Ну ладно, Антон, давай уже поговорим о практических советах. Мы ведь с тобой тоже взрослые люди, и мы тоже учимся. Итак, что надо делать, чтобы эффективнее учиться? Я думаю, что самое основное здесь и вообще фундамент, как и в любой деятельности, это мотивация. Самое главное – очень сильно хотеть. И чем больше преград на пути к обучению, тем сильнее ты должен хотеть научиться, чтобы в итоге все получилось. Поэтому первое должно быть очень интересно. Не нужно учиться только потому, что все вокруг учатся. Не нужно идти учиться на программиста или дизайнера только потому, что сейчас это модно и есть много бесплатных курсов в интернете. Нужно именно захотеть. Ты сказал очень дельную вещь. Это абсолютная правда. Взрослый человек не будет учиться ради учебы. Все знания, которые взрослый человек приобретает, должны быть практичны и интересны. И даже поэтому в иностранных языках не очень правильно просто учить сухую теорию.
Да даже совсем неправильно. Информация должна быть интересна и применима в реальной жизни. Это один из ключей к успеху. Ну хорошо, допустим, наш абстрактный взрослый человек выбрал себе что-то, что он хочет изучить, будь то иностранный язык или какой-то особый навык пользоваться компьютером, или, может быть, умение варить сыры или делать домашнее вино. Что дальше? Какой будет второй шаг для работающего семьянина, чтобы начать двигаться в сторону нового навыка? Мне кажется, что следующий шаг – это нужно найти время. Найти время в своем расписании. Вот это, кстати, самое сложное, как будто пока, и я даже на себе тоже это чувствую. Я нашла для себя решение этой проблемы. Я использую Google календарь или иногда просто заметки в телефоне или в тетради. И я заранее планирую обучение в конкретный день. Например, если я открою свой календарь на завтра, то у меня там уже написано, что в 17:00 я занимаюсь английским. И даже мои дорогие студенты не смогут занять это время в моем расписании. Ну вот ты, конечно, очень методичный человек, очень собранный. У меня вот так не получается все-таки. Мой день и мое расписание – это во многом непредсказуемая стихия, которая просто бушует, как торнадо, и я иногда пытаюсь что-то туда вклинить, чтобы узнать что-то новое. Тогда, может быть, стоит создать определенную среду для обучения, организовать свое учебное пространство, чтобы в твоей голове сформировалась ассоциация, например, этот стол для учебы. И когда ты видишь этот стол, тебе будет хотеться учиться. И это учебное место постоянно будет тебе напоминать о том, что тебе нужно поучиться. Вот с напоминанием, кстати, наверное, хороший совет. Но так как у нас в квартире всего один стол, и я не могу себе позволить выделить отдельный стол для учебы, я себе ставлю напоминания. Это помогает мне как-то организовать мой стихийно складывающийся день. Я просто заранее ставлю много напоминаний, например, об английском. Я хожу сейчас на Speaking Club, и у меня иногда неожиданно для меня самого срабатывает в телефоне напоминание, что через полчаса у меня встреча. Я даже могу об этом не знать и быть вообще даже не дома в этот момент. Вот такого подхода я вообще, конечно, не понимаю. Я не могу представить такой подход к расписанию в своей жизни. Ну да, но мне кажется, что таких людей, как я, может быть большинство. По крайней мере, мне хочется в это верить, что я не один такой. Вот. И второе, что для меня работает, когда это не встречи разговорные, да, например, или не уроки, на которые нужно заранее быть готовым пойти, а просто деятельность, на которую нужно выделить время, например, прочитать книгу. Я сейчас читаю по работе книгу по геймдизайну, чтобы подтянуть немного теорию. Это учебник одного профессора американского. И мне тоже нужно выделять время, чтобы его прочитать. И эту проблему я решил тоже напоминалкой в телефоне, которая просто периодически меня задалбывает. У меня срабатывает уведомление, что, мол, почитай книгу. И я могу перенести его 5-10 раз подряд, прежде чем я все-таки такой, да ладно, сейчас почитаю. И сажусь, выделяю на это 30 минут. Тоже, наверное, таким людям, как я, такой подход может помочь. Это отчасти, наверное, работает как уведомление в Duolingo, когда ты учишь язык, и эта сова напоминает тебе постоянно, что нужно провести урок. Ну, в таком случае, я думаю, тебе точно поможет, если твои учебные материалы всегда будут под рукой. Например, если это книга, которая будет в библиотеке, и чтобы ее прочитать, нужно пойти в библиотеку, есть большие шансы, что ты этого не сделаешь. Поэтому также один из советов – это все необходимое должно быть под рукой. Если вдруг у тебя появилось время, ты наконец-то готов выделить полчаса, то ты сразу же можешь это сделать. Не нужно долгой предварительной подготовки. Да, слушай, это отличный совет. Я думаю, что как раз таким людям, как я, с не самым организованным днем, это может хорошо помочь. Постоянно помнить о том, что ты должен учиться, и иметь под рукой средства, которые тебе об этом напоминают, и постоянно иметь при себе все, что тебе нужно для того, чтобы поучиться сегодня. И таким образом, хоть в метро, хоть в пробке где-то на машине или в обеденный перерыв ты можешь
немного уделить времени какому-то саморазвитию. По этой причине, когда я еду куда-то далеко, и мне предстоит длинная дорога, я всегда беру с собой планшет. На моем планшете у меня уже предварительно скачаны все необходимые мне книги, PDF-файлы, я тоже учу языки, слушаю подкасты, я обожаю слушать подкасты на испанском и работать со скриптами, так же, как я предлагаю делать своим студентам с русским языком. И когда у меня возникает желание поучиться или поделать что-то интересное, я беру планшет. Может быть, я и не захочу учиться, но если захочу, то у меня всегда будет такая возможность. И я себе благодарна за такую привычку. Еще один из лучших советов, по моему мнению, это найти единомышленников. Учиться с кем-то гораздо легче, чем одному. Это такая простая мысль, но мне кажется, что не все в это верят. И знаете, я тоже часто слышала этот совет, но по-настоящему его не применяла. Но в этом году, мне кажется, я больше всего учусь с кем-то еще. У меня есть тандем-партнер по английскому языку, который разговаривает со мной на русском, а я с ним на английском. У меня есть тандем-партнер или стади-бади по испанскому языку. Это просто девочка, которая тоже учит испанский язык. Она не испаноязычная, она русскоязычная, но мы просто ходили на один учебный курс, и я решила с ней объединиться, и мы просто регулярно встречаемся, чтобы поговорить. Раньше я думала, что нам нужно подготавливать какие-то материалы, чтобы был такой мини-урок, а оказалось, что даже этого не нужно. Мы просто собираемся и в удовольствие разговариваем и практикуем язык. И в профессиональной сфере у меня тоже много единомышленников, у меня много коллег, которые тоже занимаются блогом. У нас есть общие чаты, в которых мы делимся советами, делимся нашими успехами, поддерживаем друг друга, и это реально работает. Да, тут я тоже полностью согласен. Хоть у меня и гораздо меньше опыта обучения в группах, как-то так сложилось, что я в основном сейчас учусь чему-то новому по своей работе, и это, как правило, я один просто за компьютером что-то осваиваю. Но я здесь с тобой полностью согласен. И даже не обязательно находить какую-то группу или незнакомых тебе людей в интернете. Можно затянуть в процесс обучения кого-то из своих друзей или родственников, как, например, я знаю, что твоя мама учит английский не одна, да? Она со своей сестрой или с тетей? Ой, там вообще веселая история. У нас есть маленькая племянница, которой 7 лет, и она начала учить английский язык в школе, и ее бабушка купила ей Duolingo, прям подписку на год, и добавили туда маму, и теперь моя маленькая племянница, которой 7 лет, и моя мама вместе учат английский язык. Они иногда вместе собираются, обсуждают то, что там выучили, и у них получился такой милый тандем, представляете? Точно, да. Так же, как мы учили испанский, начинали учить год назад, еще даже больше года назад, с нашими друзьями, и тоже обсуждали какие-то новые слова, новые предложения, вплетали в разговоры, когда доходили до них. Это было действительно, это прикольно и интересно. Антон, скажи, а как ты относишься к зубрежке? Наверняка ты помнишь, когда мы учились в школе, одна из главных активностей для ребенка была зубрежка. То есть постоянно нужно было что-то учить наизусть. Я ненавидела это делать. Но и надо сказать, что сейчас у меня не очень хорошая память. Может быть, мне стоило больше зубрить в детстве. Но мне кажется, что это не очень применимо во взрослом возрасте. Что думаешь? Слушай, я думаю, что во взрослой жизни учить что-то наизусть – это точно неприменимый подход. Я недавно читал, что вроде бы в детстве ребенку это нужно, чтобы развивать мозг, что заставляют учить наизусть таблицу умножения, не знаю, алфавит, список глаголов, исключений из какого-нибудь правила или огромные стихи по литературе. Это чтобы развивать мозг.
Но на самом деле взрослому человеку это уже не нужно, и мозг у взрослого человека уже развит, и уж сколько емкости для информации в нем есть, столько и нужно использовать. И в университете нас учили другому подходу. В какой-то момент преподаватель по физике нам сказал, что инженер, а я учился на инженера, если вы не слушали наши прошлые подкасты, он нам сказал, что инженер – это не тот, кто знает наизусть все формулы и все физические законы. Это тот, кто знает, где найти информацию и как ей воспользоваться. И я думаю, что это применимо не только для инженера, это в целом в жизни, в любой сфере. Не обязательно знать наизусть информацию. Нужно уметь ее найти и знать, что с ней делать, когда вы ее найдете. И поэтому в итоге я бы сказал, что когда вы изучаете что-то новое, прежде всего важно понять. Понять предмет того, что вы учите. Понять, как эта область работает, какие в ней есть законы, механики, взаимодействия. Очень много просто всего можно учить, поэтому я говорю очень общими терминами, но я думаю, ты меня поняла. Да, я тебя понимаю, но при этом я думаю, что учить что-то наизусть – это все еще полезное занятие. Учить стихотворение наизусть во взрослом возрасте тоже полезно, но дело в том, что человек не сможет это делать очень долго и много, потому что это такое механическое запоминание и становится скучно. Но учить что-то наизусть тренирует память, как долговременную, так и кратковременную. Вот, например, у меня плохая кратковременная память, и по этой причине я записываю реплики в подкасте очень короткими сессиями, потому что мне трудно говорить в течение долгого времени без запинок, потому что я забываю, что я хотела сказать, мне надо сделать паузу, подумать, и если бы я любила учить наизусть, то мне бы было проще говорить длинными репликами. Ну, наверное, да, какой-то смысл в этом есть. Но мне кажется, что все-таки учить что-то наизусть нужно, когда оно полезно и когда тебе это интересно. Например, если ты учишься игре на новом музыкальном инструменте, например, на пианино или на барабанах, и учишь какую-то партию из своей любимой песни, ты просто сыграешь ее настолько много раз, что ты ее в какой-то момент запомнишь. То есть, мне кажется, что запоминание в процессе обучения должно скорее естественно происходить, максимально естественно, чем искусственно. Потому что все-таки искусственная зубрежка это плохое слово, ну то есть это слово с плохой коннотацией, оно значит, что ты прямо через «не могу», через «не хочу» запоминаешь что-то, что ты помнить не хочешь, а тебе это просто нужно. И хорошо бы этого избегать в процессе обучения, я думаю так. И давай дадим последний совет на сегодня. Что бы ты еще посоветовал? Слушай, наверное, хороший совет – это объяснить кому-то материал, который вы сами недавно поняли. То есть учить кого-то тому, чему вы учитесь сами. Это хороший способ закрепить материал. Например, если вы в чем-то едва разобрались, но перечитывать заново главу из учебника, я не знаю, или какую-то статью снова и снова не сильно поможет вам этот материал усвоить плотнее, вам лучше прийти к кому-то, кто этого еще не знает, и попробовать объяснить ему и разложить это для него по полочкам. Да, это отличный совет. Мне кажется, даже один из лучших. Потому что здесь включается очень много механизмов. Когда вы начинаете объяснять другому человеку, вы видите отклик от этого человека. Он начинает реагировать на ваши слова, задавать вопросы, которые вы не ожидали услышать, и тогда вам приходится находить новые слова. И если вы плохо поняли материал, то вам будет трудно найти нужные слова, но вы будете пытаться, и это лучший. Мне кажется, что это лучший способ научиться самому. Поэтому, когда дети начинают объяснять что-то своим игрушкам, не нужно их останавливать. Они занимаются обучением себя и игрушек. Это прекрасно.
Да, слушай, и я сейчас тоже вспоминаю, что когда я готовился к сессиям в университете, я иногда приходил объяснять что-то маме или папе по своему ближайшему экзамену, что-то, что им было совсем неинтересно про ядерную физику или паровые турбины, но мне скорее было важно это им рассказать, чтобы самому закрепить. Ну что ж, подведем итог. Получается, чтобы во взрослой жизни учиться чему-то новому, вам нужно быть замотивированным, нужно иметь время в своем расписании или особое место географически, где вы занимаетесь самообразованием. Вам было бы неплохо найти себе единомышленников, не фокусироваться слишком сильно на мелочах, а скорее вначале разобраться в общей концепции того, чему вы собираетесь обучаться, и найти возможность оказаться в роли учителя и закрепить эту информацию, передавая ее другим людям. Мне очень будет интересно послушать ваше мнение и ваш опыт на разговорной встрече, так что уже можете готовиться и подумать о том, какой стиль обучения у вас и как вы ухитряетесь учиться во взрослой жизни. Да, и подумайте, пользуетесь ли вы советами, которые мы обсудили сегодня, и если нет, то попробуете ли вы внедрить их в свою жизнь и сделать ваше обучение более эффективным. Ну все, друзья, до скорых встреч. Напоминаю, что вы можете заполнить Google анкету, чтобы получить лучшие условия по моему курсу. Пока-пока. До свидания. Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero.